Ага. Скрипите, скрипите. Ага. Чтоб дело не И я как понял, в проходном месте вы ходите, да, постоянно вот скрип, в да? проходном месте. Хорошо. Итак, сейчас мы будем показывать, как мы будем устранять этот скрип. Итак, друзья, вычислили точку скрипа. Ну, то есть мы нажимали на все точки, определили, что скрип идет вот отсюда. Вот. Итак, нам понадобится малярная лента. Какая-нибудь маленькая дрель, чтобы неважно. Сверло по металлу, троечка. Вот такой клей, клей берет 505 пур. Шприц, 20 кругов. Мебельные ложки. Пластмассовый шпателек любой. Ну, какой-нибудь губочку с этим очень было. Итак, берем малярную ленту. Вот он, скрип. Наклеиваем его. Вот так. То есть вот здесь будем сверлить. Берем дрель и просверливаем. Потом берем шприц, вот этот клей, распечатываем шприц, и вот через носик заполняем клей в шприц. Да, вот, все, клей, не хватит. И сейчас шприцом продавливаем, посредственно надпись. Все, понял. Итак, друзья, вот мы заполнили дырочку. Я специально сделал, чтобы клея было побольше. Вот, вы можете клеить малярную ленту шире, чтобы он не попал на пакет. Вот сейчас я оставляю видео. Вот, посмотрите, что происходит. Специально вот вокруг не обязательно что-то клей наливать. Вот, но я специально это сделал, чтобы вы увидели, что происходит. Так, друзья, прошло 2 часа. Вот. Чуть-чуть мы сократили видео расширения клея. Ну, думаю, всем понятно, что происходит. Вот он вышел прям из щелей. Видите? Где были пустоты, он туда пошел. Чем он хороший шлака, смотрите, как он ударяется. То есть вообще без проблем. Вот он, все. Вот здесь вы просто убираете малярную ленту. Остается вот такой вот, который тоже счищаете. Зачищаете. Вот он просверлен. Чуть-чуть прожимаете. Вот он, все. То есть клей расширился. Сюда мы его заливали, и он расширился и закрепил вот это место. Так, теперь берем воски. В данном случае вот у меня было 2 воска, да? Ни один особо не подходил, поэтому мы будем его смешивать. Возьмем чуть-чуть такого, чуть-чуть такого. Вот, между собой его перемешиваем и заполняем. Заполняем также пластиковым шпателем. Вот. Сейчас еще мы поделаем до сюда. Вот так. Сюда лучше. Вот. То есть цвет воска вы можете сами подобрать, как вам угодно. Это показываю, как пример. Вот мы заделали дырочку. Итак, друзья, то есть вот эту дырочку можно замаскировать как угодно. Вот, то есть разные воски, твердые воски, шпаклевочка, то есть это сейчас как пример мы показываем. Вот. Его не будет видно, потому что паркет старый, то есть не будет видно. Итак, сейчас проверяем. Так, Георгий Васильевич, здесь, пожалуйста, наступайте вот сюда. Вот она, вот сюда еще чуть-чуть. Вот сюда, вот где был скрип, да, нажимайте. Смотрите. Может быть, все, скрипа нет. Вы довольны, Георгий Васильевич? Доволен. Теперь никто не услышит ночью, как вы проходите. Да, точно. Георгий Васильевич, а сколько вам лет, если не секрет? 83. Ух ты ж, ну здоровья вам желаем. Спасибо. Будут скрипы появляться, звоните. Хорошо.